Так, ну, вот так вот как-то в полоборота мы с вами да. будем общаться. Давайте. Меня зовут Владимир, я журналист. Как зовут вас? Меня зовут Иван. Иван, а полностью? Осипов Иван Николаевич. А дата рождения? 82-е, 13.07, 13 июля. И откуда вы? Город Зеленоград, это небольшой подмосковный город, находится в 41 километре от города Москва. Так, понял. Вы понимаете, что это у нас разговор под запись и для Да, публикации? я понимаю. Вы не против такого разговора? Нет, я не Почему вы не отказываетесь? Да, потому что здесь относятся ко мне по-человечески. Ну, такой себе аргумент. И что? Мне нечего скрывать. Понял. Ну, так, перед этим интервью Дмитрий записал ваши данные, да? Да. Сейчас списывается с вашим братом, чтобы найти номер телефона вашей... Да. Кого? Мамы, да? Нет, моего отца. Отца. Угу. Так, ну, а пока тем временем, пока там ваш брат отпишется, расскажите кратко вашу историю, что с вами как произошло. Как вас мобилизировали, доставляли там? Пришла мне повестка. Я в армии не служил. Пришел в военкомат, там мне переправили категорию с В на категорию А. Что это за категории такие? Категория В это, по-моему, я не помню, но то ли не годен, то ли ограниченно годен. Вот, переправили на категорию А, то есть годен 100%. А почему у вас была та категория изначально? Ну, у меня там есть ряд этих самых болезней. У меня я раньше, скажем так, был наркоманом в 20 лет. Заболел гепатитами. Угу. Вот. Наркоманить я бросил 20 лет назад. А чем вы наркоманили? Первентин, героин. Ну, пишут о том, что очень сложно с этого справиться. Да, мне было очень сложно. Реально, да? Вообще Да, тяжело. да, Как да. долго процесс длился? Года, наверное, 2-3. Отказа, да? Процесс отказа? Нет, я употреблял года 2-3. Процесс отказа длился столько же. Я очень много друзей потерял. Почему друзей потерял? Ну, связано вот с этим с употреблением наркотиков. Угу. Я понял. То есть они не хотели, чтобы вы употребляли наркотики, да? Нет. Они ушли. Некоторые, наоборот, продолжали торчать. Некоторые ушли в мир иной. Вон оно как. Да. Понял. Просто интересно. Некоторых посадили. Как вы смогли отказаться от этой пагубной привычки? Мне помог один очень хороший доктор Борис Иосифович. Ну, как это происходило? Вас привязали куда-то, приковали, закрыли? Он меня водил... Какие-то препараты вдавали вам, Нет, заменяющие? У него был курс лечения. Он лечил нас этим самым, какое-то лекарство давал и вводил в транс. Через транс. Да, вот таким образом. Понял. И, значит, гепатиты ваши, да? Вы излечились от них? От Б, да, я вылечился. От С он не лечится, он заглушается. Так. И вот на медкомиссии... Да, мне сказали, ты полностью здоров. Ага, то есть они вас вылечили? Ну да. Или решили, Нет. что вы здоров? Как-то? Нет, я, до этого, лежал в инфекционной больнице, когда заболел. Мне поставили диагноз Б, гепатита Б и С. Б у меня вылечился в течение 2 лет, а С я, соответственно, питался правильно, вел правильный образ жизни, и С у меня тоже заглох. То есть меня сейчас берут анализ крови, у меня, как правило, не показывает, но в карте все равно стоит то, что я переболел БЦ. Как вы считаете, комиссия медицинская справедлива была, которая определила вас здоровым или нет? Нет. Я считаю, нет. Нет. Ну, на этом и постановим. Прошли вы, стали вы здоровым, условно говоря, дальше? Стал я условно здоровым.
Меня послали в Москву, на сборочный пункт. Приехали мы на сборочный пункт на Варшавское шоссе. Там было еще сколько? 9 человек. Вот. Оттуда нас отправили в Кубинку. Дали нам 120 рублей на человека и сказали, езжайте сами. То есть ни автобуса не предоставили, ничего такого. Я уже тогда начал подозревать, что здесь какая-то лажа кроется. А изначально, что вы подозревали, что происходит? Ну, вот комиссия, вас куда-то отправляют. Вы думаете, это что? Нам сказали, вас отправят там куда-нибудь в тыл, будете там, помогать. То есть армии. вы не думали, что это лажа? Нет, я не думал тогда, что это вот лажа. Одно бы наше интервью посмотрели, одно. И все бы знали бы. Я не смотрел. Нет, просто проблема в том, что всем россиянам изначально врут о том, что они должны делать в Украине. Одних там на учения отправляли, другим сказали, один был даже, который железнодорожные путя отправлялся сюда чинить. Все должны стоять на блокпостах и заниматься гуманитаркой. То есть воевать не должен никто. По тем сведениям, которые вам там дают в России. А по факту? По факту, да, меня отправили на передок, на убой. Давайте до этого дойдем. Вам дали 120 рублей? Да, сказали, отправляйтесь на Кубинку, в аэропорт. Доехали мы на электричке за свой счет до станции. Вышли и километров, наверное, 5 шли до аэропорта. Самолет опоздал, нас загрузили часа через 2. Мы полетели в Иваново. Сказали, там надо будет забрать еще группу. Остановились в Иваново. Как сказали нам, плохие погодные условия. Мы там переночевали. И на следующий обед двинулись в сторону город на границе с Украиной. Белгород, может быть? Да, в Белгород. Валуйки вас там отправляют очень часто. Да. Прилетели мы в Белгород. В Белгороде нас, собрали, дали время там сходить в торговый центр, купить там поесть. В течение часа загрузили в автобусы и отправили в Валуйки, военную часть. Там мы переночевали, выдали нам там форму. Сказали, опять будете проходить медкомиссию. Ну, как мы проходили там медкомиссию. Пришли. У некоторых там случались приступы эпилепсии. Ну, вот на этой медкомиссии. Ну, как, мы туда пришли, у нас забрали военники, паспорта, тупо поставили галочки, что ты жив, что с тобой все нормально, и все. Вот такая была вторая медкомиссия. Да. Потом нас отвезли в лес. Это типа военная часть 91-701. Я так, насколько это понял, отвезли в лес. Деревня там то ли Хохлова, то ли Хохловка была под этим самым. Ехали мы, наверное, около часа до Тудова. Часть кинули в одну, а нас, москвичей, в другую сторону. Приехали, место было не оборудовано, сказали, ставьте палатки. Мы начали с ребятами ставить палатку. Пришел офицер, сказал, нет, палатка здесь не должна находиться. Поскольку у нас было нечего, мы отправились с товарищем до ближайшего магазина покупать еды, а ребята остались ставить нам палатку. В итоге они нашли там какой-то небольшой навес, и мы там 10 человек жили 3 дня. Отправили на обучение. Обучение у нас было 2 дня. Я автомат до этого не держал, стрелять не умел. А автомат пристреливали офицеры. 5 патронов они выпустили по мишени. Микрометр или что-то такое, скорректировали прицел. Все, отдали мне автомат.
отрабатывали там штурмовые действия, кидание гранат и так называемую карусель в окопах. То есть сами вы так и не постреляли, я правильно понимаю? Ну, так, воздух, по целям я не стрелял. Мгм. Ну, хоть воздух, хорошо, да. И дальше, после этих 2 дней. После этих двух дней нам сказали, все, вот ночью будете отправляться на территорию, на какую-то территорию. Сказали, будете стоять, то есть вперед пойдут силы, вы будете стоять, прикрывать фланги, чтобы во фланге не ударили. И Ну, перекрывать фланги это уже не отдаленная точка, это уже непосредственно боевые действия. вот, да, вот мне стало тогда вот самое страшное. Перед этим вот стоял офицер, там много кто, короче, захотел отказаться от этого самого. Да, вот так. Да. Мгм. Им сказали, ребята, мы сейчас оформляем вам по 10 лет, а потом вы идете на мясо перед Вагнером. То есть Вагнер будет вас расстреливать. А зачем 10 лет, если все равно расстреливать? Но Или включают все методы? включаю, Все возможные методы. я так понял, да, включают все возможные методы. Вы знаете, что про Вагнера это правда? Ну, про 10 лет я не знаю. Они, в принципе, не суд, и не прокуроры, и не следствие в одном лице, поэтому это чепуха. А про Вагнера это правда. Ну, стреляют они своих. Нет, я думал, это самое, их на понт берут. Ну, ладно. Не, я не знаю, как насчет на понт, не на понт. Ну, уже, в общем-то, слышали много таких историй. Только мы их слышали от самих так называемых вагнеровцев. Там же тоже есть такие, которые пришли с гражданки, которых обманули, они там шли охранниками устраиваться. Их туда привозят так же, как вас. Кстати, им тоже рассказывают, что они там, будешь где-то что-то охранять. Привозят к этим вагнеровцам. Они не военные, они просто как охранники куда-то устраивались. И говорят, иди воюй, а не пойдешь, расстреляем. Слишком много этих историй, чтобы это было фейком, скажем так. Ну-ну, в общем, вас тоже пугали 10 годами и вагнеровцами, да? Ну да. Вы поверили? Я поверил в то, что на 10 лет посадить могут, но я не думал то, что вагнеровцы расстреливать будут. Вот так вот скажем. Ну, я вам так скажу, скорее бы вас расстреляли, чем посадили бы. Вы знаете, что в России нет ни одного случая, чтобы посадили кого-то за отказ? Нет. Ну, нет случая такого. Я об этом не знаю. Ну, то есть, смотрите, ваша спецоперация, так называемая, длится уже более 8 месяцев. Это да, это мне ребята рассказывали. Мобилизация ваша, так называемая, она длится уже месяц. Да? А случаев того, чтобы хоть на кого-то завели уголовное дело и реализовали, посадили человека в тюрьму за то, что он отказался ехать воевать в Украину, такого случая ни одного нет. Официально зарегистрированного. Ну, то есть нет такого случая. И все россияне почему-то не считают нужным поинтересоваться такой простой статистикой. А ведь это было бы не лишним, мне кажется. Попав сюда, я начинаю об этом задумываться. Ну и вот, если бы отмотать назад, например, вы все знаете наперед, что бы вы сделали? Скорее всего, я бы эмигрировал в Финляндию. Думаете, вас пустил бы кто-то? У моей бабушки есть финская фамилия. Я думаю, я смог бы. Но вы понимаете, что то место, до которого вы дошли в своем рассказе, это то место, куда уже лучше точно россиянам не попадать, потому что оттуда уже действительно обратного пути не будет. Я понимаю, что мне очень крупно повезло, то, что я остался в живых. Ну хорошо, рассказывайте дальше, что там было дальше. Вот. Ехали мы на этом самом, на Зилу, наверное, часов 14-12. Водила потерялся. Приехали в село Коломечиха, или как-то так.
Я не помню на это самое название. Ну, там был ангар какой-то. Вот, нас там собрал старший и сказал: ребята, я сюда никого из вас не звал. И я был в этом самом, ну, в легком шоке. Я, говорит, сюда никого не звал, и вы здесь, говорит, нафиг никому не нужны. Это он к чему вообще? Ну, вот такая у него речь была. А кто он был по званию? По званию я не знаю, но он был... Я вас, кстати, забыл спросить. Ну, вы рядовой стрелок, очевидно, да? Да, Мгм. А он кто? это был комбат наш. Командир батальона? Да, То есть вас привозят к вашему командиру батальона, да, а он говорит, никому здесь не нужно. да. И дальше что? Дальше он нас это самое, ну, дал полчасика отдохнуть нам. Так. И дальше посадил нам на БМП, и мы поехали в сторону по этой самой позиции. Переночевали там за этими самыми, за подсолнухами, а потом отправили нас в село Мясожаревка. Мясо-жаревка, да? Да, Мгм. Мясожаровка. Ну, это по-русски. Под Сватовым. Да. Ну, я не знаю, это Сватово. не Да-да, это под самое. Сватовым, под Сватовым. Мы уже смотрели по карте. Вот там я находился 3 недели. Обстрелы по это самое, постоянные. Комбата, Мимо- то есть вы больше так и не видели? Вот это... Нет, комбата я видел при одном грандиозном шухере. Давайте постепенно до этого дойдем. Ну, вас туда привезли, обстрелы. Нет, нас привезли, распределили по позициям. Вот Курских поставили чуть дальше, они были на самом краю, а мы стояли за ними, эти самые московские. Так. И? Вот, команду, между этими этими самыми позициями, так как мы вместе ехали, нам поставили старшего, я не знаю, у него по этому самому позывной был Барс. Он говорил то, что он зэк. Для меня это было дико. Я сам не сидел. У него перстни были наколоты. Общался он так. Там в воздух стрелял постоянно. Мог над головами, пострелять. У солдат обычных. Его потом свои взяли, завалили. Видать, не выдержали, а сказали то, что он сам себя стрельнул. Можно как-то вот эти вот истории, их более последовательно, что ли, потому что вы как-то рассказываете, там был такой, где он стоял, почему он так себя вел? Ну, это зэк был. Так, понятно, зэков призывают, это мы знаем. Как так получается, что они попадают в одни подразделения с мобилизированными из гражданки? Понятно, вы на этот вопрос тоже, конечно, не ответите. Я думал просто, что они отдельными подразделениями. Нет, он был среди нас. Хорошо, а в том подразделении, в котором он был, это же не ваше, я так понимаю. Это вас туда привезли, он там нет, уже был? Нет, он был с нами вместе, ехал на этом с вами самом, вместе. да. Мгм. Так. А с какого момента он начал так себя вести? Да, наверное, прям сразу начал. Мы даже в КамАЗе, когда ехали, он прям это самое, там, давай там зоновские темы всякие рассказывать. Зоновские темы. Зоновские темы это такое, это к делу не касается, по большому счету. Ну да, иногда. Когда он начал над головами стрелять? Вот. Я что-то хотел у него спросить, я не помню. Подкладку для этого самого, для бушлата. Можно Ну, я чуть-чуть? Можно застегну, потому что вы цепляете. Да. Мы же когда ехали, Есть. благодарствую, случилась небольшая неразбериха, часть курток переехала на 5-ю позицию. Часть наших вещей ихних вещей переехала к нам на 4-ю позицию. Ну и вот мы ходили друг к другу вещи забирали. Он говорит, ну и кто, говорит, у вас старший? Я говорю, знаешь что, у нас, говорю, старший, у нас старших нет, у нас, говорю, анархия. Этот берет, перезаряжает ствол, и мне над головой бабах. Я шаг только в сторону сделал, он говорит, что, говорит, молодец, говорит, то, что не испугался. Он таким образом хотел определить, что он старший у вас? Нет.
Он думал то, что я это самое испугаюсь. Я же ему сказал то, что я не это самое не служил, Мгм. не это самое, ну, из автомата стрелял только на этих самых на учениях. Он думал, я испугаюсь, по это самое, побегу. А дальше хотел. Просто пытаюсь понять. Ну, и вот, и что? Потом вы подружились с ним? Нет, я с ним не это самое. Я ему говорю, ну я же тебе правду сказал. Он говорит, ну да, ты мне правду сказал. То, что у вас это самое анархия. Можете описать так, чтобы было понятнее, село Мясожаровка? Да. Сколько там было в совокупности людей? Одновременно находилось ваших? Сложно сказать. На наших двух позициях нас здесь было 7 человек, на нашей позиции 6. А всего Нет, не могу сказать точно. Около 40. Около 40 человек. Да. Ну, я ж так вот приблизительно и хотел для себя понять. И они разбиты по разным позициям, по околицам села. Правильно? Не, мы сидели по посадкам. По посадкам. Это вот Да. возле села. Да? Да. Вот село, вот посадка и вот 5 позиций Да. находится. Понятно. На вашей позиции сколько было человек? 6. Старший был или реально была анархия, как вы говорите? У нас, скорее всего, ну да, у нас была анархия. У вас была анархия. Среди вас был вот этот вот зэк. Нет, этот зэк стоял на 5-й позиции. На 5-й позиции. Он как бы отвечал за нашу позицию. А он был старшим, Да, получается? да. Кто его назначил старшим? Почему он стал старшим? Его назначил комбат. И ехал он, призывался вместе с вами? Нет, призывался он с Курска. Я имею в виду, одновременно с вами он призывался? Или... Ну, да. Туда он попал одновременно с нами. Туда он попал одновременно с вами. Комбат, очевидно, решил, что он будет старшим, потому что... Как вы думаете, почему? Ну, потому что он находился в местах лишения свободы, и он знает, как обращаться с людьми. Я думаю так, у него есть какой-то опыт. То есть в российской армии комбат назначает старшим зэка над гражданскими мобилизированными, Похоже. потому что он сидел. Похоже так, да. Хорошо. Выходит так, да. Нет, я же просто хочу понять. Выходит так, да. Понял. Пострелял он у вас над головой. Дальше какие были взаимоотношения? О чем вы говорили? Что происходило? Я Какие больше действия? с ним ни о чем таком А не вообще не с разговаривал. ним, с кем-то другим. Ну, мы сидели на позициях. Было снабжение у нас полное. Жопа? Да, полная жопа. У нас можно говорить так, как вот мы там, если что, запикаем, не переживайте. У нас полная жопа была со снабжением. Воду и брали в колодце. Воду брали в колодце. Но вода это такое в колодце. А что по еде? По еде, паёк один, сухпаёк раз в 2 дня на 3 человек. Один сухпаёк на 3 человек и на 2 дня. Один паёк на 3 Да. на 2 дня? Да? А что же вы там ели, получается? Гуманитарку давали. Часть этой тушенки, которую дали с гуманитарки, там Так. Макс жил, вот мы ему отдали, обменяли на табак, на махро, на закатки, на мед. Ну, ребята потом еще принесли откуда-то. Макс это еще один персонаж нашей истории. Это кто? Макс — это местный житель. Вот. Он жил там в деревне. Сколько было местных жителей вообще? 3. Ну, я 2 не видел, я видел Макса, когда ходил за водой. Макс говорит, жена его и дед какой-то. Вот. Макс, жена и дед. Да. В одной хате. Да. Мгм. А еще какие-то хаты были заселены? Нет, больше. Вообще ни одного человека Да, больше. да. А сколько вообще хат в селе?
Я видел 3-4. То есть это очень-очень маленькое село. Да, Там всего 3-4 хаты, Да. и всего лишь в одной были люди. да. Понял. Вот, Макс меня... То есть мы пробыли там дня два, он мне говорит, а можешь это самое командование это самое узнать? Я хочу, короче, это самое, с женой и с дедом это самое эвакуироваться. Мне страшно становится. Я к командованию подошел, поинтересовался. Он дал это Кому самое конкретно, добро. к какому командованию вы К подошли? Челябе. Челябе был у нас такой лейтенант, который командовал непосредственно вот этими 5 позициями. 5 позициями. Ну, хорошо. Над зэком, то есть, был кто-то Да. старший. Мгм. Так. И что сказал лейтенант? Дали зеленый коридор, он вышел. Вышел. Да, Вместе с семьей. да. Понял. Куда он пошел? Ну, в сторону Украины он пошел? Нет. Ну, мы дали зеленый коридор. Я так понял, он по этой дороге пошел куда-то дальше. Ну, а там дальше ваши позиции были? Куда он там пошел? Я не знаю. Не, я просто к чему веду. Вы вроде пришли, ну, вы знаете, что вы там, когда идете, вы называете себя освободителями. Да. Село 4 хаты. Трое выехали, я так понял, как только вы туда пришли или были где-то на подступах. И один ушел уже когда вы были там. Мгм. Что вы освобождаете? Хаты от жильцов? А выходит так, да. Но если бы люди бы очень хотели сильно, чтобы вы присутствовали, то, наверное, они бы вас встречали, цветы, караваи, там, ну, знаете, как освободители встречают. Да. Ну, я понимаю то, что нас обманули. Так, ладно, это ясно. А вы говорите, зэка этого в конце концов расстреляли? Его не расстреляли, ему стрельнули кто-то в колено, потому что либо он ребят положил, но он напивался, и, ну, как мне сказали ребята, и устраивал пьяные выходки. Да. Все это списали на самострел. А пьяные выходки какие, например? Над головой у кого-то Да, пострелять? да, да. В этом плане. Мгм. Потом ему кто-то прострелил колено и списали это на самострел. Да. Он остался жив? Нет. Что, от колена умер? От раны в колено Да. умер? Да, ему не смогли перевести самое. Можете рукой перед микрофоном, Ай. просто вас может быть плохо слышно. Ему не смогли перевязать, хорошо наложить жгут, Мгм. и он от кровопотери умер. Ну, Там очень много было глупых, короче, смертей. Было очень много самострелов. например. Парень начал чистить оружие. Патрон из патронника не убрал и выстрелил в товарища. Попал в легкие. Мало того, что он патронник с патронника не убрал, Да, он патрон. еще и на предохранителе не держал. Ну, нет, Еще и- он рожок вытащил, Так. патрон забыл и нажал на спуск. Контрольный спуск хотел Да. сделать. Так он воздух делается. Но этот сделал в сторону союзника. А, Там историй таких было... и союзник все, да? Да, там, на месте. Там историй было таких очень много. Я-то сам по профессии. Оператор станков ЧПУ, я себе такой роскоши не позволял. ВДВшник у нас тоже один. Также, ну, он, правда, воздух сделал. Так. Ну никого не убил. Ну да. А у меня на этом пунктик есть. Там, безопасность. Так и понятно. А вы говорите, еще какие-то случаи такие были? Вы только Да. один сказали, а еще? Ну, ребята говорили, там были случаи, там были и самострелы, говорят, которые в ноги себе стреляли. Угу. В ноги стреляли для того, чтобы на госпиталь поехать? Да? Понятно, это нормально. И как-то для 40 человек, о которых вы говорите, да, примерно, слишком много подобных случаев. Взаимозаменяемость какая-то была? 300-е вообще были? 300-й, да, у нас вот было 3. Одного ранили в задницу. Ну это смеет самое. Сейчас смешно, а так нет. Вот ему
осколок достал до прямой кишки. Второго контузил. Осколки в лицо попали, а третьему в руку. 200-х у нас на позиции не было. Вот мы остались втроем. А на пятой позиции там... То есть к вам не дали других людей вместо этих? Нет, дали. То есть одних увозили? В предпоследний день, да. Там гибли люди или всем предоставлялось... Нет, я понимаю, что поскольку Гибли. одному... Как это происходило? Если, скажем так, раненый не ходячий, а, как правило, раненых вывозили вечером. Угу. Если тебя ранило утром, то, скорее всего, и ты не ходячий, тебя, скорее всего, ты, скорее всего, не выживешь. А почему было вывозить их не только утром, но и в процессе дня? Или на носилках относить? Боялись. Я не знаю, почему такое решение командование приняло. На каком расстоянии от вас был госпиталь или что-то в этом духе? Там, где могли предоставить помощь? Наверное, километров 5-6. 5-6 километров? Да. У вас есть 300-е, вы их не несете 5-6 километров? Нет, мы 300-х отправляли на первую позицию к старшему, и там старший принимал решение, что делать. Я понимаю. И от старшего же 5 километров до этого самого госпиталя? Да. И, как вы говорите, может, я что-то просто пропускаю, это вы поправьте, забирали по утрам, раз в сутки? По утрам, либо по вечерам. Либо по вечерам, но раз в сутки. Да. Правильно? Да. То есть раненый человек, он находится возле старшего. До госпиталя 5 километров. Да. И, как вы говорите, были случаи смертей этих людей, потому что им не предоставляли помощь. Да. То есть, пытаюсь констатировать факт, вместо того, чтобы взять на носилках 5 километров, их пронести, предоставить им помощь, а это приблизительно 3 часа, так, если реально смотреть на вещи, потому что носилки, тяжелая дорога, 3 часа 5 километров. Реально абсолютно. Вместо того, чтобы отнести, предоставить ему помощь, командир ваш просто смотрел, как они умирают рядом с ним. Нет, какую-то помощь он скорее всего, оказывал. Наложить жгут. Но в больницу они попадали реально через 5-6 часов. Там оказывали первую помощь, а квалифицированную помощь оказывали, соответственно... Я же потом и говорю. Да. Что если бы их сразу понесли и оказали им квалифицированную помощь после предоставления Абсолютно первой верно. помощи, они могли бы выживать. Да. Но ввиду такого отношения они умирали. Да. Правильно я все понял или нет? Да. И много было таких смертей? 1, 2, 3, 4. Всего 4 человека? Да. Это для России, конечно, не число. Далее вы еще сказали, что увидели своего комбата в следующий раз во время какого-то грандиозного шухера. Что это был за шухер такой? Да я, честно говоря, так и не понял. Нам сказали, был вечер, я вроде дремал, мне сказали, подымайся, идем на первую позицию, вроде как эвакуация какая-то. Я надел броник, взял каску. Прибежали туда, я запыхавшийся. Сказали, разворачивайтесь, берите вещи, и приходим обратно туда, бардак. Как-то так сбивчиво все это в кучу вот так вот, я вот так вот рассказываю, как оно было. Я сам не понимаю, что там происходило. Бардак. Одним словом, война — это большой бардак. Но вы не обобщаете? С вашей стороны война — это один большой бардак. Вообще война — это один большой бардак просто потому, что его устроила Россия. Не приходили бы вы сюда, не было бы ни бардака и ни проблем ни у кого вообще. И люди бы эти не гибли, и вас бы сюда не притянули, понимаете? Я понимаю. Мы же как бы вас не просили это делать. И вообще никто не просил. Вообще весь мир в шоке, что происходит. Да ладно, это другая история.
стояли мирные жилые дома, небольшие, я так понимаю. Одноэтажные, да. Одноэтажные обыкновенные домики. Вы не заходили туда? Нет. Ну, к Максу я заходил. Я имею в виду, когда уже не было в этих домах людей. Когда и Макс ушел. Нет. Не заходили? Нет. Это странно, потому что вроде как вы вот всей той группой, которой вы здесь оказались, да, людей, прошлый парень, с которым мы общались, он рассказывает очень интересный эпизод о вот как раз домике этого Макса. Я уж начинаю подозревать, а не наврал ли он нам об этом, обо всем? Я Потому не могу говорить за другого человека. Я могу говорить только за себя. Но вы не слышали, что был эпизод, когда он ушел, у него там остался мед, бензопилы, всякий инструмент. Туда зашли ваши, в кавычках, военные, все это покрали. Но не это интересно. Не это интересно. Интересно, что одного из них еще и застрелили. Такой случай был, да. Расскажите вы тоже. Ну, насколько я понимаю, пошли два человека, но не с наших позиций, за водой. Угу. Ну, как и По водится, воду, говорят. утром, да, встретили ваших военных. И с одним из них я, кстати, познакомился. Никита, если смотришь, привет тебе. Это нашему военному Да. привет передаете. Угу. Он будет счастлив, наверное. Ну-ну. Пошли. Вот. По воду пошли. Увидели украинских военных, спросили, вы кто, наши противники? Те сказали, да. Они, начали текать. Украинцы, они были без без автоматов, взяли автоматы, одного ранили. Один добежал до наших, позвал подмогу. Пришла подмога, ребята начали собираться. Один из них, у него погоняло мясо было. Мясо? Да, мясо. А почему такое погоняло мясо? Его и мама так звала, у него фамилия была Мясников. Мясников. Да. Ну, понятно тогда. Угу. И что? Что сделал мясо? Он парень такой отчаянный, но он молодой, кровь горячая, пошел вперед. Один. Спасать раненого. Вот его завалили. Ранили. Я так думаю. Он снял, потом, как выяснилось, снял броник. Мы видели. Броник валялся. Ребята решили вынести тело. Пошли туда. 7, нет, сколько их было? Двое наших. Нет, трое наших меня отправили сказать на первый пост, что они пошли за телом. Их было Борода, Виталик, Барон, Саня, Пушкарь, Давид. Их было 6 человек. Вот. Угу. Пошли туда, там опять их встретили с автоматами, с пулеметом. 3 в итоге ранило. Я даже не буду спрашивать, на что они рассчитывали. Тело они не забрали по итогам. Вот так вот, да, отвоевались мы. Так, я понял. Одного за300 предварительно. Мясо пошел спасать 300-го, его тоже за300 или за 200. Его скорее всего, за 200. За 200. Да, мы пошли уже за телом. То есть человек с прозвищем Мясо да. превратился в мясо в селе Мясожаровка. Да. Потом еще 3 пошли спасать мясо. Да. Но они за300-лись. Но они за300-лись. Угу. И вернулись обратно или как-то? Да, они вернулись обратно. Я не ту историю. Это тоже интересная, которую вы рассказали. Я боюсь представить, сколько этих интересных историй мы пропускаем без вот этих. Я говорю о том, что человек нам рассказал, о том, что свои, ваши же
вашего же застрелили после того, как ломанулись в хату вот этого Макса. Одни начали красть, да? Одни начали красть. А кто-то сказал, что вы так не делаете, это неправильно. Ну, вот этого я точно не, это самое, не Все, могу сказать. ну раз не знаете, так значит, там же у вас много этих постов было. Не обязательно, что вы эту историю знаете в таких, тем более, обстоятельствах. А как в плен попали? Долго вообще вы там простояли? 3 недели. 3 недели. Ну, вы неплохо еще повоевали, можно сказать. И как попали в плен в результате? Вот, с утра мы... С утра был минометный обстрел. Угу. Я сидел в блиндаже, ну как сидел, ну дремал. Потому что ночью я стоял на посту. Вроде как начал вылазить из блиндажа. Тут прилетела мина. Меня чуть-чуть глуханул, чуть-чуть контузило. У меня была такая раскадровочка. То есть, в ушах звенело, и болела голова, и картинка была по этим по кадрам. Вот я голову вот так вот поворачиваю, у меня как бы кадрами все было. Угу. Вот, мне, короче, сказали, ну, раз ты себя так чувствуешь, иди, готовь суп. Да. Я пошел, открыл банку этих самых консервов, закинул ее. Которые ранее в результате бартерной сделки были... Нет. Это была гуманитарная помощь наша. Объясните мне термин «гуманитарная помощь» в применении к военнослужащим. Гуманитарная помощь — это обычно что-то для мирного населения, которое страдает в результате военных действий. Если что-то поставляется военным, то это их паек. Я так понимаю. Нет, у нас сухпаек был наш армейский. Понятно, ваш армейский сухпаек. Правильно? Если вам пайка не хватает, вам дают что-то вместо этого пайка, доставляют. Это тоже просто вам доставляют ваше питание. Ну, все, понял, да. А почему вы называете это гуманитаркой? Ну, это так это самое... Командование наше называло гуманитарная помощь. Понял. Так вот, я вот думаю, может быть, все то, что там по российскому телевидению показывают, что якобы везут какую-то гуманитарную помощь якобы мирным жителям, и даже для картинки иногда раздают, на самом деле это все везут российским военным. Вместо тех пайков, которые им дают на один паек, на троих, на 3 дня, как вы сказали. Вы это что-то невероятное. Я такого, ну, предположить можно, но я Да, такого да, сказать не могу. Да, ну мы же тут можем только предполагать. И пошли суп варить. Да, суп я сварил. Хороший суп варили? Да. С чем? Неплохой, на куриных костях. На куриных костях? Да. Тоже с гуманитарки? Да. Угу. Там мяско было, картошечки кинул. Прелесть какая. Вот, сварил супчик, ребята поели, говорят, иди чай разогревай. Да. Я пошел чай разогревать. В этот момент минометный обстрел вроде как кончился. Ну, пошел греть чай, тут минометный обстрел опять начался. И вот прекращается он. Начинается автоматный треск, прям сразу же. А ребята заходят ваши. А там у нас позиция, она чуть-чуть внизу была, вот там, где мы готовили еду. Начинается треск. Мне барон орет, Ваня говорит, где автомат? Я говорю, здесь нет, у меня нет автомата, но мне он нафиг не нужен был, потому что я едой занимался. Автомат у меня остался возле блиндажа, где я спал. Ну, там у нас импровизированная оружейка была. Угу. Вот. Сидят ребята. Начался треск. Кто-то из них говорит, беги. Я думаю, сейчас ломанусь на пятую позицию. Угу. Отбегаю от этой от позиции, там автоматная стрельба идет. А готовили вы, я так понимаю, где-то в отдельно стоящем каком-то Там, здании? Нет, у нас был
это самое, не котлован, воронка была такая. Мы сделали там на этот самый навес. Мгм. Под кухню. Да, То есть да, это да, не да, на да. позиции, это где-то сколько метров? Это до окопов, наверное, сейчас скажу, метров 10, перед самым 15. Так это совсем близко. к Да, окопу. да, да, да. А да. ваши товарищи, они были в окопах, когда вы приготовили суп, они все оттуда вышли, чтобы поесть. Да, То есть там никого не осталось. да. Понял. Мне говорят, беги. Я по это самое побежал. И это самое остановился. Я думаю, что там, блин, мне хреново, блин, ну, стресс еще. Да, конечно. За это самое, ну, думаю, сейчас передохну, отдышка, блин, ну, голова болит, блин. Ну, Да а и то еда это не самое- переварилась в конце концов. Нет, это сам отрубился. Про это самое, голову очнул, уже вечер, это самое, темнеет, птичка сидит рядом, это самое, кричит, и дождик долбит. Я так и не понял, в результате чего вы отрубились. У вас такая тонкая душевная организация, то есть вы так вот пережили это все тяжело и упали в обморок? Я не знаю, что произошло, но вот я очухался. Ну, я не слышал, чтобы по вам кто-то стрелял или в вас прилетел. Стреляли В вас спину. что-то прилетело. Нет, Попало. это самое, в меня ничего не попало, ну, я целый, как видите. Я же не знаю, тут многим предоставляют медицинскую помощь. Человек через неделю назад был травмирован, сейчас он уже целый. Откуда же я знаю? Я имею в виду, что я пытаюсь понять причину вашего отрубона. Ну, скорее всего, Вы была легкая контузия, я еще перенервничал. У меня... Через стресс вы упали в обморок. Да. По сути, да, У меня понял. до этого был это самый, как его, гипертонический криз. Ну, Ну, за год до этого. Что здоровье у вас не очень, я еще хотел спросить, а что с зубами у вас? Ну, это вследствие этого. Моих этих Это самых за 2 года коррекций. приема, вроде не так просто долго вы принимали эти все препараты. Ну За да. 2 года они успели выпасть у вас. Нет, они выпали потом. Понял. Мгм. Реакция не сразу пошла. Да, Так, просыпаетесь, птичка. Какая птичка? синичка была. Синичка. Сидит, щебечет, и дождик капает, накрапывает. Снегиря, кстати, не было? Не, снегиря Красный. нет. Если бы был красный снегирь, наши бы сразу бы его съели, вы знаете. Да, я про это. Видели по телевизору? Про эту штуку я слышал, там борьба снегирей и этих самых и синичек. Не борьба снегирей, синичек. У вас по телевизору рассказывали, что мы едим красных снегирей, потому что они олицетворяют Советский Союз или что-то в этом духе. Ну как так? Они же красно-черные. Я не знаю, вернетесь в Россию, вы спросите там у своих по телевизору, как же так? Потому что это настолько глупо, что я даже представлять себе это не пытаюсь. Но у вас это реально говорят. Сейчас боевые комары, знаете, полетели уже. Летучие мыши боевые. Гуси эти самые уже закончились, ну, которые в биологических лабораториях мы заражаем, и они должны лететь вас атаковать. Я все жду, когда они уже полетят, в конце концов. Ну и вот. Да. Я пошел на свою позицию. Кричу, Москва, у нас пароль был такой, Москва-Воронеж. Мне отвечают, Воронеж. Причем отвечают по-русски. А я забыл То есть сказать. они крикнули Воронеж, а не Воронеж, да? Да. Хитрые, конечно. Хитрые украинские воины, да. Да. Крикнули, Воронеж, темно, ничего не видно. Говорят, иди сюда. Говорю, свои. Вот я думал, это было вот этих вот три новых человека. Я говорю, да, свои. Ну, подхожу ближе, они говорят, руки подними. Говорю, ребят, что говорю, за приколы? Еще иду, улыбаюсь. Говорю, ребят, что говорю, за приколы? Говорят, давай к нам, подходи. Я говорю, дайте сигарет. Ну, еще без задней мысли. Они мне сигареты дают за зажигалку. Я только тогда увидел желтый скотч, и у меня вот так вот все. Думал, сейчас будут резать, пытать. Вы думали, что украинцы, они всех режут и пытают, да, как только в плен берут? Нам такое же доносили. Угу. Нам доносят, лучше в плен не сдаваться, лучше подорваться. Конечно, им лучше, чтобы вы подорвались. А вы понимаете, почему так?
Ну, почему им лучше, чтобы вы подорвались, нежели чтобы вы попали в плен? Я понимаю, давайте я сейчас на эту тему не буду говорить самое. Да и я не буду в таком случае. Ну, ответ настолько очевиден, что даже не хотите, не говорите. То есть мы не принуждаем к чему-либо, каким-либо ответам. Не, ну как кто, конечно. Я рассказываю правду, а правду рассказывать самое легко и просто. Да, я понимаю. Я просто вас поинтересовался, задал тот вопрос, на который вы не хотите отвечать. Да. Можете не отвечать. Давайте дальше. Желтый скотч вас должны были пытать и резать. Что отрезали? Страх мой. Страх отрезали. Мгм. Да. Понял. Говорят, это самое, бить тебя, говорит, никто не будет. Отвели меня, говорят, ты вроде на это самое, нормальный парень, не били меня. Ну. Меня не били. Вот. Не, ну сопротивлялись бы, так били бы. Не сопротивлялись, так не били. Все Сказали, понятно. ну, и будешь дурить, тогда, говорит, пристрелям. Отвели на позиции, там был командир. Он меня забрал военник, паспорт, мобильный телефон, ну, все мои документы. Мгм. И пообщались с ним. Ночь переночевал в погребе. Что, ни разу не приголубили даже вот это? Нет. Сигарет дали. Не, ну приголубили, это ж Я ваше понял. слово. Я Мы понял, одинаково понял. его понимаем. Понял, да. Нет, это Ну, я... прикладом разочек там. Это я Ну, здесь... для профилактики, вы же в плен попали. Нет, это я здесь, потом, когда нас везли, там уже я стукнулся головой, приклад пару раз. Стукнулись головой о приклад Да, пару раз. да, пару Неудачно, да? Да. Ехали, там приклад, и вы Да, вас шатало, видимо, Да, в машине. в машине Понятно. шатало, да. Ну, война, а что вы хотели? Товарищ был очень злой. Я даже понимаю, почему. Почему? Я думаю, у него родственники пострадали. Ну, война, еще раз говорю. Разные настроения у людей, и разные эпизоды, и разные инциденты. Да. Дело в том, что родственники могли не только пострадать, но и погибнуть. В том числе и дети, и женщины. Потому что вы ракетами нас обстреливаете 8 месяцев. Ну, не вы лично, конечно. Хотя я не знаю, кого и от кого отделять здесь, в этой ситуации. И изнасилований очень много. И убийств, и расчленений всяких. В общем, очень нехороших картин у нас тут в Украине после вас. Более чем достаточно. И когда я общаюсь с украинцами, когда мне говорят, вот вчера буквально был диалог, вот Дмитрий тоже, он сегодня, кстати, ни одного слова за интервью не сказал, это поразительно. Золкин! Да, это поразительно. Вчера общался с одним человеком тоже про операцию, которую вам, одному из ваших делали операцию. Да, И он говорит, после операции дали ему шоколадку. А тот человек, просто гражданский, он такой, мы гражданские, просто знаем эту ситуацию, да. И да, человек просто гражданский, как это шоколадку дали? Ну так дали, человека большая кровопотеря, вот ему нужно было там шоколадка, еще что-то там, в общем, все ему предоставили. А он в шоке, он не понимает. Он не понимает, как так можно относиться к вам. Потому что, еще раз говорю, 8 месяцев ракеты летят в абсолютно жилые дома. И в инфраструктурные объекты. Люди гибнут не десятками, сотнями и тысячами. Там, где вы уходите, там эксгумируют тела с отрезанными конечностями, гениталиями и так далее. И это все реально уже доказано, зафиксированные факты. Я уже не говорю, что нам рассказывают люди, которые сами были под оккупацией. Совсем не такие истории, которые рассказываете вы здесь. Поверьте. И я им верю больше. Вот. Поэтому не надо было сюда ходить. А сейчас я это понимаю. В этом причина. Ну ладно, попали вы в плен, здесь дальше все понятно. Давай звонить. Давай звони. Что вы могли бы передать россиянам, да, другим россиянам, которые сюда идут?
Ребята, не ходите, это война ни к чему хорошему не приведет. А так, чтобы они поняли. Вас здесь, скорее всего, убьют. Мне очень повезло то, что я попал в плен. Вот я выиграл, вытащил счастливый билет. Сколько вас, кстати, взяли в плен? Количество? Отец. Нас с позиции 3 человек. 3 человека? Да. Мгм. А что с остальными, вы не знаете? Нет, не знаю. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш сын у нас в плену. Вы хотите с ним поговорить? Я уже знаю. Я хотел бы с ним поговорить. Я понял. Я вас предупреждаю, что разговор под записи для публикации. Вы услышали, да? Ну да. Передаю. Хорошо. Берите в руку. Привет, бать. Я в плену. Привет, Иван. Здесь меня... Мы уже давно знаем. И это самое, все испереживались, но за тебя... Не надо за меня переживать. Ко мне здесь относятся по-человечески. Сходи в военкомат, предоставь мои данные, чтобы меня, обменяли. Хорошо, я схожу, в военкомат. Собственно говоря, вот Анастасия тебе привет, передает. Насте тоже привет передавай. Да. Ладно, тогда это самое... Отец, то, что говорят вам по телевизору, это не совсем правда. это, грубо говоря, это совсем неправда. Ладно, сейчас об этом не будем. Я с тобой, главное, хотел поговорить. И я очень рад, что ты в таком состоянии. Я схожу, я попробую. Меня здесь матери скажи, меня, не пытают. Не пытают. Здесь относятся по-человечески. Хорошо. Обязательно. Скажу. Ладно, тогда на этом, наверное, закончим. А то мы здесь все, на нервах. Ну, все. Можно вопрос один отцу? Подожди, сейчас тебе вопрос зададут. Да. Простой вопрос. Простой вопрос хотел задать вам. Как вы думаете, зачем россияне идут в Украину убивать людей? Знаете, вопрос довольно такой, сейчас так просто, не ответишь, на него. Очень, очень серьезный вопрос. То есть война идет уже. Я затрудняюсь сходу вам дать. То есть за все время войны, вот ваш сын уже тоже здесь находится, вы не задумывались над этим вопросом, да? Чтобы дать, знаете, я это самое... У нас время не ограничено, мы можем порассуждать. Войны всегда почему-то возникают. Почему эта война возникла, например? Давайте вспомним. Сначала Путин сказал... Я не знаю, почему люди не могут жить в мире. Да, нет. Сначала Путин сказал вроде, что спецоперация, да? Сейчас уже понимают все, что война, да, настоящая идет. Слушайте, вы такие политические вопросы, задаете. Я не готов сейчас. Ладно, я понимаю, что у нас разговора не получится. Все, с сыном поговорили? Все. С сыном поговорили? Идите в военкомат. Найдите наш канал. Меня зовут Владимир Золкин. Золкин мой канал называется. Там все разговоры с пленными. Так и посмотрите там, пусть вам кто-то поможет. Показывайте это видео и забирайте своего сына из плена. Спасибо вам. А нам должны вернуть нашего человека. Понятно? Так это работает. Понятно. Вот, все. Спасибо. Все, до свидания. Спасибо, Владимир. Вам не кажется, что
Это банальное оправдание нацизма. Ну, вы любите это слово, так я его уже и использую. Потому что, в принципе, вторжение в чужую страну, Я боюсь, убийство людей. Я боюсь, что это не это самое, то, что это фашизм, а не нацизм. Рашизм. Нет. Называйте как хотите. Не, давайте вы называйте. Почему фашизм, а не Я думаю, нацизм? это самый фашизм. Ну, это самый фашизм, это когда националисты приходят к этому самому к власти. Развивайте, я не перебиваю, я пытаюсь понять. Вот, он уже все телеканалы, блин, под себя взял. Соловьев, первое его интервью какое было, Путин говорит, не усидит на этом самом, на кресле. Вы помните, смотрели? Соловьев еще и говорил, что как Да. вы себе представляете войну с Украиной? Это же сколько людей погибнет, этого делать нельзя. И Крым Да. это украинский. Так говорил Соловьев, это его слова. И вполне аргументированно он тогда это говорил. Сейчас Соловьев несет дичь. Переобулся, я не знаю, чем Так там кормят. я вот и говорю, что между нацизмом, фашизмом есть, конечно, определенная Да. разница. Вы просто очень любите слово нацизм, да? Покажите мне таких нацистов, которые сидят у себя на земле дома и защищаются от внешнего вторжения. Что это за нацисты такие? Нет, таких. Ну вот, а вот получается, вот, россияне придумали таких себе. Не россияне придумали, а придумали наши руководители. Нам же. Мы-то понимаем, конечно. А в таком случае, ваш самый главный руководитель, его как зовут? Ну, Владимир Владимирович. Так это получается военное преступление? В таком случае. Получается, да. То есть, я так понимаю, что если бы его судил Международный военный трибунал, вы бы сказали, так и надо, правильно? Или нет? Вы бы одобрили это? Что, чтобы его, Если б- да, чтобы да. его судил? Да. Ну, по-хорошему, да. Понял? Скорее, да, чем- Может быть, чем есть нет. вопросы? Нету. Нет? Ну, я тоже думаю, в принципе, нормально поговорили. Если хотите от себя что-нибудь, пожалуйста. Ребята, не ходите, пожалуйста, на войну. Мы здесь приносим горе, и мы умираем, и умирают, блин, невинные люди. И, короче, война это большой бардак, и никому она не нужна. Все. Ну, внимайте, если есть чем.